Доброго дня, добрые люди! Сегодня с вами полистаем 8-й выпуск бурды за 2022 год. Достаточно интересная обложка у этого номера. Сразу становится понятным отношение редакции к возрасту. У меня сложилось вообще двоякое мнение после первого предварительного просмотра журнала. Ну и теперь хочу вместе с вами более подробнее разобрать крой и взглянуть пристальнее на детали. Я не буду говорить о повторах, потому что это извечный камень преткновения между теми, кто уже довольно долго знает журнал, и теми, кто только начал знакомиться с этим изданием. Поэтому постараюсь рассматривать выкройки чистым, незамыленным взглядом, как будто бы никогда их не видела и нигде не встречала. Журнал начинается с коллекции, посвященной узору пейсли. Здесь мы видим платье с V-образным вырезом, крупными завязками по горловине, длинный узкий рукав с локтевой выточкой, подчеркивающая талию конструкция, расклешенная юбка до колена и молния в боковом шве. Тут платье сшито из вискозного крепа, и выглядит оно изумительно комфортно. Далее блузка из шифона, придающая хрупкости и воздушности образу. Даже с кожаной юбкой, как здесь в образе, смотрится очень легко. Достаточно простая блуза, можно сшить за пару часов. Но нужно учитывать, что швы на шифоне любят кропотливость и аккуратность. Ткань полупрозрачная, изнанка может просвечивать. Еще интересно было бы посмотреть, как тут выглядит сборка по окату рукава на спущенном плече. Но здесь модель решила поднять руки, и мы лишились такой возможности. Рядом мы видим брюки из хлопка с эластаном, аккуратные такие брюки-бананы, мягкие защипы по талии, интересное оформление самой линии талии, карманы, молния с гульфиком, сзади выточки и зауженные к низу брючины. Такие брюки можно и в офис сшить из однотона, и как тут в цветочек. Но в цветочек я больше представляю с босоножками или с ланцами, хотя это дело вкуса, сейчас можно все. На следующей странице юбка трапеция до колена из эко-кожи или из кожзаменителя. Все выточки и спереди, и сзади ушли в швы. Молния тоже скрылась в среднем шве сзади. Опять у меня возникли ассоциации с офисным гардеробом. Хотя такую юбку можно надеть из худи с кроссовками. Рядом гольф из вязаного лапшой тонкого трикотажа с молнией по спинке. Если трикотаж достаточно растяжимый, то от молнии вполне можно и отказаться. Хотя молния по спинке может играть роль изюминки, нежели элементом для снятия и надевания одежды. Далее расклешенные джинсы, которые отсылают сразу нас в 70-е. И вообще в целом образ из 70-х. Высокая посадка, карманы с подкройным бочком, приточной пояс, шлевки, пояс с обтянутой денимом пряжкой. Словом, весь джинсовый набор. Еще кокетка сзади, отстроченные стрелки. А вот молния в боковом шве, хотя молния на джинсах всегда ожидается спереди и с гульфиком, но почему бы не вшить ее сбоку, что бурда и реализовала. В образе мы видим блузку из хлопка с узором пейсли, блузка с рукавом реглан снизу на резинке, завязки по горловине, кокетка, и вся эта конструкция присборена по шву притачивания блузки кокетки. За счет этого рукава выглядят более воздушными, и можно говорить о рукаве фонарике. Рядом макси-юбка из вискозы со сложным замысловатым принтом и с запахивающимся макси-разрезом. Фигурная кокетка, молния сзади, а волан скроен по косой. И тут у меня возникает вопрос. А точно ли нужен этот волан? Даже не волан, а сам шов. По крайней мере, в данном случае порезан шикарный принт. А вот горох, полоска и клетка только выиграет от этого разворота деталей относительно направления нити. Но юбка очень даже августовская и не жаркая,
и прохладная, и не открытая, и не закрытая. В общем, само то. И завершает коллекцию бархатный блейзер. Блейзер расслабленного кроя, хотя тут и рельефы, и выточки спереди. Что тут? Отложной воротник с широкими акцентными лацканами, которые образуют глубокий вырез, вытягивая силуэт. Накладные карманы округлой форме. Тут мы тоже можем наблюдать налет 70-х, и тут он именно за счет бархата в основном. Ну и подпевают накладные карманы вот такой формы. Если взять другую ткань и сделать прорезные карманы, то от 70-х не останется и следа. В отличие, например, от вот этих брюк. Они все равно из большинства тканей будут шептать про прошлую эпоху. Ну а тут в паре к блейзеру идет платье, и мы можем наглядно оценить глубину выреза горловины. Она здесь очень даже масштабная, как Бурда и любит. Здесь можно посмотреть фотографии читателей журнала в отшитых платьях по выкройкам редакции. И я предлагаю всем нам отсылать свои фотографии на сайт редакции с парой слов о себе и полным описанием отшитой модели. Пусть и нас напечатают в журнале. Классно же будет посмотреть на себя. Так, и если вы решите эту юбку, вот эту данную юбку сшить не из эко-кожи, а из натуральной кожи, то здесь есть профессиональные советы по пошиву кожи. Следующая коллекция называется, я так перевела, точно в точку. Здесь мы будем с вами наблюдать модели с гороховым принтом, или как его еще называют, полькадот. И открывает подборку яркая модель номера блуза из сжатого шифона интересного кроя. Такой блузы точно ни у кого нет. Для любителей яркой индивидуальности отличная модель покрасоваться и показать себя миру. Блуза совсем не оверсайз, лишней свободы почти нет. Отложной воротник на стойке, высокие манжеты на пуговицах, супатная застежка. И самое интересное — это завязки, одна из которых цельнокроенная, и вот так она подчеркивает талию. В офисе такая сможет и впечатление производить, и вписываться в дресс-код. На следующей странице расположилась еще одна блуза из бархата с пайетками. У блузы V-образный вырез, драпировка на груди в виде узла и воланы по низу рукава. Мне особо нечего сказать про эту блузу. Мой взгляд ее воспринимает как тень, как фон. Драпировки меня всегда смущали. Кто носит драпировку, пишите свое мнение об этой блузе. Рядом красуется блуза из шелка. Опять воланы по рукавам, по низу рукава, нагрудные выточки ушли в складки по горловине, по талии кулиска с продетым в нее шнурком, которым подчеркивается талия. И сзади застежка на пуговичку в среднем шве. Далее блейзер, опять с изюминкой, как обычно. Собственно, у Бурды всегда есть чем подсластить гардероб. Я про изюм. Блейзер плотно посажен на фигуру, сшит из жаккарда. Рельефные швы у него, прорезные карманы в рамку, двушовный рукав, двубортная застежка на пуговице и от пуговицы снова драпировка в виде складок. Эти складки заложены на обоих бортах. Это опять элемент для офиса и опять нетривиальный. Кстати, здесь очень плотно закрыта горловина. Вот чем больше говорю о блейзере, тем больше хочется его сшить. Смущает только линия талии. Наверное, все-таки подожду блейзер на высоких, пока это дело не к спеху. Дальше юбка из крепа, опять с изюмом. Этого изюма в этом выпуске столько, что уже можно булочки с изюмом печь. Крой у юбки несложный, но за счет двухцветного решения выглядит не банально. Можно сшить ее в паре с блейзером, вот с этим в горох, и подобрать цвета юбки точно в цвет блейзера. Вот если тут заменить цвет белый на серый, то они будут шикарно вместе гармонировать. Рядом самая легкая модель номера из вязаного лапшой трикотажа, мягкий, уютный кардиган.
и шьется легко. Я обожаю такие длинные трикотажные кардиганы. Плечо только надо будет укрепить, чтобы шов не растянулся под тяжестью рукава. Ну и платье. Завершает гороховую коллекцию платье из вискозы. Оно нам встречалось в обличии пейсли. Теперь вот тут слегка другой рукав на резинке по низу и длина миди. Ну и, собственно, без завязок. Я тут высмотрела, что на модели плечи немного широковато сидят. Немножечко плечо укоротить хочется. Рядышком это платье по-осеннему стилизовали, обложили замшей кожей. Очень приемлемо даже для жизни выглядит этот образ. Не отходя от кассы, сразу пошаговый пошив. Трудностей я тут не нашла. Самое сложное будет втачивание молнии, наверное. Если для вас это тоже не сложно, то за вечер можно управиться с этим платьем вполне. Но при условии, что никто не отвлекает, и вы погружены в процесс с головой. Дальше на очереди нас уже поджидает тренч. Тут немного истории, как тренч вообще вошел в нашу жизнь. И вот он, тренч классического кроя. Если ранее мода нам диктовала оверсайз и на тренче, то сейчас классический крой снова вернулся на свое место. Можно доставать старые плащи, а можно вот, пожалуйста, новый сшить. Украшен тренч золотыми пуговицами, рукав вточной, двушовный, сзади отлитная кокетка с разрезом, спереди справа одна отлитная кокетка. В общем, вы сами все видите, тут довольно интересные детали. Единственное, воротник не на стойке и силуэт не приталенный. Талия оформляется только за счет пояска. Еще хочу отметить, что борта очень глубоко запахиваются, и вырез по горловине получается приятно закрытым. Как раз на осень вот хочется больше закрытости. Далее два противоположных примера стилизации с этим тренчем. Статья про дизайнера, креатив на тему клатча из денима и женственная коллекция для офиса в мягких тонах. Сразу на первый план выходит пальто из смеси полиэстера и вискозы в нежном цвете camel. Прорезные карманы с клапанами, с которыми приятно возиться, если честно. Рельефные швы, двушовный рукав, аккуратный воротник с лацканом. Нету в нем такого большого объема. Сзади шлица и застежка на кнопках. Очень похожее пальто я уже шила из идентичной просто ткани, только черная. И хочу сказать, что рукав довольно плотно сидит, поэтому тут только тонкая скользящая подкладка подойдет. Более плотные подкладки, и которые немножко имеют объем, не дадут согнуть руку в локте. Здесь нужны другие выкройки для более теплого пальто. Это вот пальто прям только на начало осени, когда начало немножко холодать. Тут и запах не сильно закрывающийся, так что теплая подкладка и не нужна. Это вот пальто, когда еще не холодно. Рядом мы видим блузку с завязками в другом исполнении, уже из вискозы, с таким ляповатым красочным принтом. Но суть от этого не поменялась. Блузка выглядит все так же выигрышно и интересно. Я вот думаю, если этот хвост не зашивать, а вот немного скруглить линии и оставить его висеть, тоже получится нетривиальный вариант. Кто будет шить эту блузу, примерьте ее во время пошива с распущенным вот этим хвостом. Должно тоже интересно выглядеть. Буду ждать ваши фото в швейном закрытом чате. Ссылка есть в описании. Почему он закрытый? Это для того, чтобы нельзя было сохранять фотографии, так что ваши образы никуда дальше чата не уйдут. Далее миди платье из полиэстера с воланом по низу изделия и по низу рукавов, с кулиской по талии и складками по горловине. Была блуза, стало платье. Рядом трикотажная блуза, или как это вот правильно назвать, я затрудняюсь. Вам задание написать точное название этому элементу гардероба, когда и не блуза, и не футболка, и не лонгслив, но из трикотажа и с длинным рукавом. В общем, это еще одно прочтение модели с узлом на груди, которую можно и в офис надевать.
Дальше. Шикарное платье, футляр с вырезом из полиэстера. Оно даже в сером цвете, как принято считать в цвете серой мыши, ярко о себе заявляет за счет кроя. Выточки по груди, отрезная линия талии, мягкие защипы от талии. Сзади оно тоже облегает фигуру за счет выточек. Свободу на шаг дает шлица, и молния в среднем шве спинки облегчает процесс облачения в это яркое платье. Длина до колена, но за счет наличия шлицы можно и удлинить, если нужно. На мой взгляд, это прям крутейшее платье. Рядом куртка-косуха из искусственной замши. Вот давайте попробуем с вами. Вы закройте глаза, и я сейчас вам про нее буду рассказывать, а вы представляете. Рельефные швы, двушовный рукав, косая двубортная застежка, прорезные карманы на молнии, воротник-стойка. Пока все как надо, правильно? А теперь самое неожиданное. Баска! И мы такие, что? Косуха с баской? А Бурда нам, да! А мы ей, ну это же косуха! А она, ну вы же просили чего-то нового, чего еще не было. Ну ладно, можете баску не пришивать. Занавес. В общем, вот такая косуха. Я даже не знаю, как это комментировать. Хочу про эко-замшу сказать. Что с ней работать одно удовольствие. По крайней мере, с той, с которой я имела дело, стабильная, не осыпается, движение не сковывает, пропускает влагу и воздух, в отличие от эко-кожи. Из эко-кожи я больше вещи не шью. Дальше. Кардиган из вязаного трикотажа. Общую концепцию мы уже обсуждали. Хочу уделить внимание одной детали. На техническом рисунке по спинке есть поперечная полоска. Вот как думаете, что это? Правильно, это кулиска. Мои аплодисменты такой удобной детали. Можно и запахнуться, подвязав полочки пояском, и распахнуться. И не думать о поясе, куда его деть. Он будет там аккуратно и послушно висеть в кулиске до следующего использования. И вот платье, из-за которого я решила купить этот выпуск. Я же больше не выписываю журнал, но этот выпуск вот решила приобрести. Как понятно из технического рисунка, это платье на высоких. И я решила быть этой конструкцией у меня в копилке. Надоело мне опускать линию талии, выточки чуть-чуть опускать. Иногда и окат рукава с проймой нужно удлинять. В общем, это аскетичное, классическое платье на запах, хотя не совсем аскетичное, разбавлено вшитым пояском с пряжкой. В остальном просто платье на запах. Я вообще тяготею к простым вещам, мне с ними просто и понятно. Еще креатив, уже про сумку для лэптоп, или как он называется, сейчас вылетело из головы, ноутбук. Сумка для ноутбука, раскладки с кардиганом, как в вечерний образ он вот тут вписывается, в casual тоже, так и в офисный стиль, вот прекрасно вхож такой кардиган. Пошив в картинках поможет легко справиться с этим узлом на этой детали гардероба. Так, и уже что? Будем рассматривать плюсовую коллекцию. Ее объединили с детской, так что одним махом все и обсудим. Подборка моделей на школьную тему, в чем будем писать сочинение, как я провел лето. Здесь мы видим анорак из хлопка с молнией по горловине и кардиган из вязаного трикотажа. Как тут идеально вписывается панама. Я вот недавно скидывала выкройку такой панамы в швейное сообщество. Кому надо, заходите, полистайте там наверх, найдете. Ссылка на сообщество тоже есть в описании. А кардиган прям изумительный. И он и с платьями девочкам подойдет, и мальчикам с рубашками. Сейчас, конечно, все ходят в худи, потому что, собственно, только худи и продаются в магазинах. А вот мы можем своих детей в кардиганы нарядить. Ох, как же эти кардиганы прекрасно вписываются в любой образ. Так, ну тут речь о юбке-брюках на кокетке спереди, защипы сзади, молния и все.
Я бы их кюлотами все-таки назвала, но тут стоит юбка-брюки. Рядом теплая жилетка из шерсти в клетку, прямой крой, прорезные карманы, однобортная застежка и отложной воротник с лацканом. Не совсем понимаю этот элемент гардероба, не понимаю, когда ее носить. То в ней еще жарко, то уже холодно. Далее простые трикотажные брюки, джоггеры по этой выкройке тоже можно сшить, добавив манжет снизу. Не понимаю, почему тут две точки, вроде тянет только на одну. Рядом худи из стеганого трикотажа с активным, прямо очень ярким принтом. В эту конструкцию удобно будет молнию вшивать, тоже достаточно легкая в пошиве вещь. Манжеты на резинке, а по низу шнурок в кулиске. И, кстати, капюшон двойной, но за счет тяжести молнии спереди капюшон не должен стягивать всю конструкцию назад, то есть они друг друга уравновешивают. Так, а тут хоть бери и переворачивай. Наверное, я переверну. Вот так лучше видно. Блуза из вискозы. Очень милая и как будто стюардессная. Но это принт, наверное, вызывает такие ассоциации. Обтачка по горловине на завязках. Спущенное плечо незаметно превращается в рукав почти в фонарик. Прямой силуэт и выточки по груди. Вот и весь крой. Рядом та самая жилетка уже с рукавом из вельвета. Сшита из вельвета. Симпатичный сако получился. И однобортная застежка детям удобнее, чем двубортная. В ней они путаются. Здесь еще раз кюлоты, собственно, и еще раз кардиган. Кюлоты уже в благородном сером цвете, который очень просто сочетать в гардеробе. А рядом платье, рубашка из вискозы. Отрезное по линии талии, рельефные швы по полочке, кокетка. И что интересно, стойка у воротника прямоугольная. Обычно мы видим скругленную стойку, а тут прям вот прямой угол. Надо тоже сшить такой вариант. И еще одно платье-рубашка из букле. Немного другой крой юбки. Рукав 3/4, клапаны по талии тут просто украшение. Это платье вполне можно носить в качестве верхнего слоя осенью. Немного про детали модели. Вот сразу ясно, что ворот здесь не сильно открыт, например. И как выглядит молния сзади. Все тут можно рассмотреть. Еще одна идея для умелых ручек. И, собственно, анонс на сентябрь. Интересный тут для меня комбинезон. Модель из 80-х здесь можно наблюдать. Фиолетовое платье интересное. Похоже, я опять захочу журнал купить. Мне приятно было с вами разбирать модели. Спасибо, что провели со мной время. Обязательно пишите свое мнение в корректной форме. И увидимся в других моих видео. До новых встреч. Пока!